Всем привет! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы с вами будем создавать объемный цветок розы из ватных дисков и гипса. Для создания цветка понадобятся ватные диски, гипс, акриловые краски, лак, а также столярный клей ПВА. В светлых работах обычный клей ПВА я не применяю, потому что он со временем дает желтизну. Для рамы понадобится гофрокартон, офисная белая бумага, любая декоративная бумага или ткань для обратной стороны, а также подходящая фоновая ткань. Более подробный список материалов вы найдете в описании под видео. Для создания цветка понадобится гипс, вода и ватные диски. Лучше всего размешивать небольшие порции гипса, смесь должна быть не очень густой. Ватный диск необходимо хорошенько пропитать смесью, а затем немного отжать. Оставляем цветок до полного высыхания. Для работы можно использовать распечатки, которые легко найти на просторах интернета. Ссылку на распечатку я оставлю в описании под видео. Работу обязательно необходимо покрыть грунтом. Для этого я использую смесь столярного клея ПВА с водой в равных пропорциях. После высыхания приступаем к окрашиванию. Окрашивайте розы на свое усмотрение. Для образца на просторах интернета можно найти любое понравившееся изображение цветка и уже по нему окрасить вашу работу. В углубление наносите более темный цвет, а на выступающие части более светлый. И по краям лепестков самый светлый оттенок.
Далее делаем завитки. Я использую самодельную массу из рисовой муки и столярного клея ПВА в произвольных пропорциях. Покрываем работу акриловым лаком. В данном случае я использую обычный строительный полуглянцевый лак. Из ровного плотного гофрокартона для основы и рамы вырезаем 3 одинаковых детали. У меня это овал размером 17 на 23 сантиметра. Ширина рамы у меня получается приблизительно 2 сантиметра. Раму для работы можно использовать готовую или сделать своими руками. Ссылки на мастер-классы, в которых я показывала, как сделать рамы, находятся в описании под видео, а также подсказки появятся на экране. Для основы я выбрала светлую льняную ткань. Приклеивать можно как полимерным клеем, так и клеем ПВА. Две детали рамы склеиваем между собой и оклеиваем ее с внутренней стороны кусочками мятой офисной бумаги. Внутренний бортик работы после высыхания бумаги лучше сразу окрасить в белый цвет, потому что после приклеивания это будет сделать немного сложнее. После высыхания краски приклеиваем раму на основу, а затем уже оклеиваем оставшуюся часть кусочками мятой офисной бумаги. Бумага обязательно должна заходить на обратную сторону приблизительно на сантиметр.
После высыхания краски на выступающей поверхности наносим немного перламутра. В данном случае я использую персиковую перламутровую краску. И в завершении раму покрываем акриловым лаком. Работа готова. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. По такому же принципу можно делать и другие виды цветов. Как всегда, всем моим подписчикам огромный привет. Благодарю каждого из вас за то, что вы у меня есть. Благодарю всех вас за поддержку, за лайки, за комментарии, которые я с удовольствием всегда читаю. К сожалению, я просто физически не успеваю отвечать на все комментарии, но всегда стараюсь ответить на вопросы. Всем моим зрителям желаю мира, добра, благополучия, весеннего цветущего настроения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!